Здравствуйте, зрители канала. Мы вам подготовили альфу. Подготовили к тому, чтобы снимать на ней электропроводку. Я думаю, все это будет многосерийный фильм. Возможно, даже отдельный плейлист будет на канале по проводке. Потому что если сразу же все показать, это как будет очень длинный фильм. Скучный, неприятный. И кому-то нужен определенный момент какой-то. Нужно придется искать в большом фильме. Хотим разбить на части. Допустим, сегодня вот мы хотим показать, как работает система зажигания. Что она включает, как происходит. В общем, давайте начинать. Мы по максимуму освободили альфу от лишних частей. Сняли бак, сняли сиденье, бардачки, сняли фару, потому что фара тоже очень важный элемент. Вся основная проводка вся в фаре находится. Обязательно, что нам нужно, чтобы заниматься этим делом, вот прибор, тестер. У меня вот такой. Не помню откуда, по-моему, с Алиэкспресса, тоже когда-то давно покупался, до сих пор служит. Можно и попроще, этот, конечно, покруче. В принципе, пойдет самый простенький, дешевенький приборчик. Главное, чтобы мерил вольтаж и мог звонить в проводку. Еще что нам надо? Желательно, конечно, надо. Но, в принципе, если внимательно смотреть видео, все можно понять и так. Нужно различные электросхемы. Я несколько штук накидал. С интернета накачал. Слава богу, это добра хватает. Желательно, конечно, цветную электросхему. Это вот упрощенная схема. То есть, как бы... Мне невольно понравилась вот эта схемка. Именно альфу. Есть, конечно, небольшие несостыковки, но в зависимости от модели, я думаю, это отличается там альфа с дельтой. Там еще, допустим, более новые модели, более старые, что-то модернизируется как с проводки. Ну, в общих чертах можно разобраться вполне достойно. И цвета показаны, и подписаны проводов. Итак, нам нужен такой момент. Давайте систему зажигания рассмотрим. Ну что ж, откуда у нас идет плюс сразу же вот отсюда? Идет к замку зажигания. Вот у нас замок зажигания, к нему должно идти 4 провода. Запомните тоже хорошую, важную тоже деталь. Чисто зеленый провод на альфах, на скутерах это всегда масса. То есть должна быть масса. Чисто зеленый провод. В фаре черный провод. Это с красного переходит на плюс. Это черный. То есть он в фаре идет на разные там элементы. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую. Приблизительно поняли, как вот у нас так. Сейчас будем показывать, как это на альфе. Итак, давайте наглядно все это покажем, как у нас все тут происходит на альфе. Итак, у нас подключается аккумулятор, значит, вот этот толстый провод плюсовой. И вот этот вот минус, это масса. Как видим, он сразу же прикручен к раме. Соответственно, в любом месте рамы будет масса. И вот, как я и сказал, чисто зеленый провод. Сразу же уже вот в общий пучок идет. Дальше в пучке, не буду я, конечно, разматывать, там есть такое место, где эта масса дублируется сразу же, расходится на несколько ветвей. То есть на разные приборы, чтобы здесь вот, например, все пластиковое, трудно найти массу. Поэтому масса отдельно подходит. Например, фара тоже у нас пластиковая. Масса тоже вот зеленая, пожалуйста, к лампочке. Дополнительная масса подведена, потому что пластмасса, соответственно, не проводит ток. Значит, в то место нужно массу добавлять. Ну что ж, смотрим дальше. Плюс у нас идет, сразу же здесь на альфе подключен к реле стартера. И вот он провод красный, про который я говорил, который у нас на электросхеме показан. Вот он от реле стартера и пошел к замку. Как видим, здесь показан предохранитель. Вот этот предохранитель. Он идет вот в этот пучок, который идет по раме в фару. Ну, давай там сейчас покажем, где этот провод. К сожалению, объектив камеры у нас запотел, потому что помещение не прогретое. Камера лежала здесь. Включили отопление. Произошло запотевание объектива, поэтому переходим съемку на телефон. Даже не объектива, а линзы. Ну, линза, да. Но это объектив, наверное, называется или как?
Ну да, наверное. Но Ну что ж, продолжаем снимать. Давайте сейчас рассмотрим фару, куда подходят провода. Итак, еще момент такой, что к замку зажигания, вот у нас он показан. К нему 4 провода подходит. Один масса. Масса, так сказать, как я говорю, она везде вот это точки. Это на схеме показаны узлы соединения, то есть куда оно идет. Ну что же, покажем замок. Вот так выглядит проводка в фаре. Выглядит, конечно, очень страшно. Но если разобраться, все, в принципе, я вот уже, для меня это уже не темный лес, все я практически знаю. Итак, что мы имеем? Вот у нас провода. Так, где у нас? Вот, раз, два, три, четыре. Вот эти 4 провода, вот она пошла. Этот пучок проводов идет к замку зажигания. Как у нас показано тоже на электросхеме. Черный, зеленый, красный и черный с белым. Но он нам пока не нужен. Мы его в другом видео покажем, для чего он нужен. Нас интересуют вот эти 3 провода. Итак, зеленый, как я вам сказал, это масса. Сейчас я продемонстрирую. Ставим прибор на прозвонку. Сейчас я вам покажу, что это масса. Ну, в общем, вот так вот. Один щуп сюда, другой куда-нибудь. Слышим характерный звонок. Это значит есть контакт. Соответственно, вот это есть масса. Что ж, теперь давайте подадим ток с аккумулятора. Подключаем аккумулятор. Давай, сейчас продемонстрирую, опять же, включил аккумулятор. Пока мы не включили замок, здесь у нас должен быть уже плюс на красном проводе, потому что ток по нему пошел. Теперь ставим на 20 вольт. Ставим прибор. Так, как бы это лучше показать. И вот здесь у нас должен быть напряжение 12 с чем-то вольт. Так, вот один щуп сюда ложим, другой на массу. Ага. Почему показывают отрицательными? Потому что я щупы наоборот поставил. Как бы должен быть плюсовой, тот минус, поэтому как бы отрицательное напряжение показывает. Соответственно, если мы меняем щупы прибора, вот у нас положительное напряжение 12,42. Во-первых, о чем-то говорит, что аккумулятор хорошо заряжен, то, что больше 12 вольт выдает. Ну и что же дальше у нас происходит? Включаем замок зажигания. Загорается у нас индикация. Начинает работать уже панель индикации скоростей. Опять же, поворотники должны работать. Да, поворотники уже начинают работать. То есть, при включенном замке зажигания у нас уже по проводке пошел ток. Куда надо, конечно. Не везде, но куда надо. Теперь мы проверяем, что у нас произошло. А происходит у нас то, что при включении замка зажигания... Так, вот так покажу. Этот провод плюс переключается на вот этот черный провод. То есть теперь у нас плюс будет и там, и там. Сейчас покажем это все. Ага, вот черный провод. Так, опять щупы неправильно. Ну, это не столь важно для проверки. Вот. Этот черный провод, как я говорил, он плюсовой здесь в фаре. Он уходит в общий жгут проводки. Тут, конечно, трудно показать, все это расковырять. Вот он, оттуда идет вот туда, в общий жгут. Попробуем пошевырять. Вот этот общий жгут проводки, который идет сюда вот, в раму. Здесь он, кстати, я ради интереса, когда альфу тоже сломанную разбирали, раскручивали вот эту оплетку на проводке. Также этот провод разветвляется. И вот здесь в фаре он уже идет в некоторые места. Например, вот на индикацию пошел. Пойдет он на реле поворотов. Куда еще? Куда еще? Сигнал начинает работать. Ну, в общем, он здесь идет в разные места. Сейчас могу продемонстрировать. Например, вот этот же черный провод. Вот это вот фишка, которая идет на индикацию скоростей. Вот эту панельку. Вот
где я сейчас продемонстрирую. Вот, так, отключим. Надо подключить назад. Так. Нечаянно произошла техническая накладка. Ну, в общем, вот. Идет к панели. Вот панель индикации. Итак, что я вам сейчас покажу. Вот он, черный чистый провод. Опять же, нет на нем дополнительной каких цветовой раскраски. Ну, мы вот так вот туда сейчас еще воткнем. И покажем, что вот он. Тоже напряжение идет на него. Есть. Дальше покажем, куда еще. Например, еще один черный провод. Сейчас проверим. Ага, есть у нас напряжение. Этот провод у нас идет уже на стоп-сигнал. Вот он. Ну, в общем, все поняли, что в фаре черный чистый провод это плюс. Чисто зеленый это минус. То есть, ну все поняли, как у нас работает система зажигания. Соответственно, выключаем замок зажигания. Этот плюс везде исчезает. Вот, сейчас везде продемонстрируем. На черном проводе нету никого. От слова нигде. То есть все. Все у нас закончилось напряжение в бортовой сети. То есть нигде плюса нет. Только он доходит вот до сюда. Соответственно, по этому проводу. Ну, на этом, я думаю, все с этим видео. Дальше что-то еще будем снимать. Если кому-то что-то конкретно надо, срочно побыстрее снять. Пишем в комментарии. Ускорим запись какого-то нужного видео, которое нужно вам. Так что до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.